Приветствую всех! Добро пожаловать на канал Ауникири. Меня зовут Юля, и это видео будет про обзор готовых работ. И покажу вам, какие игрушки находятся у меня в процессе вязания. Желаю вам приятного просмотра. Пару видео назад я вам показывала пушистых котиков, и мне захотелось связать еще одного. Так как палитра ниток в наличии у меня небольшое разнообразие, то я связала в таком же цвете, но только использовала глазки уже 12 миллиметров. То есть у меня так получается, что с каждым разом я ставлю глазки все меньше. Первый котенок у меня был с глазками 16 миллиметров, второй котенок был с глазками 14 миллиметров, а третий вот этот вот уже с 12 миллиметровыми глазками и тоже кабошончиками для приклеивания. И добавила такой нежный бантик ему. Мне кажется, этот вариант получился самый удачный, хоть они все симпатичные, но тут я уже поняла, как нужно подстригать, именно вот, чтобы виднелась мордочка, чтобы она хорошо отделялась от тела. Также автор Татьяна тоже добавила в мастер-классе описание и видео, как правильно подстричь эту кошечку. Вот, потому можно посмотреть это дополнение, если у вас уже есть такой мастер-класс. И вот, когда я первых двух котят делала, то я боялась лишнего отстричь. И потому мордочка у меня, получается, прям сливалась с телом. То есть оно было прям, вот, можно сказать, напротив тела. Не сильно выделялась мордочка. Хоть утяжка там была, и щечки довольно-таки большие, особенно в первом варианте. Ну вот я боялась отстричь лишнего в голове. А в этот раз я уже так уверенней стригла. И то есть нужно побольше выстригать, прям вот не бояться дойти до шеи. Даже если вы чуть-чуть зацепите вот эту грудку, наверное, так. Хоть я старалась вот так вот отчесывать вот этот мех, который на грудке, на теле, придерживать его, а дальше уже стричь ножницами. Лучше всего использовать ножницы вот эти швейные, которыми мы обычно пользуемся, а не обычными ножницами. Не знаю, Даша рассказывала, что вообще машинкой подстригала, но я еще так не рискну такие игрушки подстригать машинкой. Ладно, волосы отрастут, а вот у игрушки уже не отрастут. Вот, и вот такой малыш получился. По-моему, он получился самый маленький. Не знаю, как так получилось. Ну, как всегда у меня. Сейчас измеряем рост. Вот, до лапок. От головы до лапок около, 12,5, наверное, сантиметров получился в этот раз. А в прошлые разы был котенок 1,13 вроде бы сантиметров, а другой котенок 14. Ну, потому, наверное, в этот раз эти глазки подошли. Также советую, если тоже вы будете вязать таких котят, то не бойтесь ставить глазки чуть-чуть ниже. То есть у нас есть голова, ее разделить напополам. И мы ставим не прямо посередине головы, а чуть-чуть ниже. Ну, а также носик вот чуть-чуть ниже уровня глазок. Ну, или можете на уровне глазок, тогда они будут смотреться миленькими. Вот, также в этот раз я чуть-чуть и лапки подстригла, чтобы они аккуратнее смотрелись. Хотя, если их хорошо начесать, то лапки можно и не подстригать. И вот такой лапочка получился. Тут я уже его затискала с этой стороны. Не знаю, прям хочется мне заказать много пушистой пряжи и вязать много таких котиков. Хотя я их еще и не выставляла на продажу, и не предлагала заказчикам, потому что я еще сама на них не налюбовалась. И я еще не знаю даже, какую цену на них поставить. Как бы саму игрушку вязать, можно сказать, легко, если уже не в первый раз вязать ее и связываться с этой пряжей. Ну, а вот именно там начесывание, вот это все выстригание довольно-таки много времени занимает. И также пряжа, сам вид пряжи не такой дешевый.
как хотелось бы, хоть и симпатичные. И еще в покупках недавно мне пришли как раз такие глазки. Вот сейчас все вяжут таких зайчиков, котиков с такими мутными, можно сказать, глазками, нереалистичными. Сегодня я получила такие глазки, сейчас покажу, какой набор глазок. Ну, я их уже рассортировала по парам, чтобы мне было удобней потом выбирать. Можно даже, кстати, вырезать, допустим, на скотче и посмотреть, будут они идти, допустим, котенку или нет. Видите, тоже 12 миллиметров. Можно так каждый глазик примерить, как он будет смотреться на определенной пряже. Вот, в общем, я на нескольких отрезках скотча приклеила попарно. Ну, смотрите, желтый цвет, желтого цвета все глазки. И один какой-то не желтый. Вроде сбоку они смотрятся одинаково, а вот когда прямо, то он чуть-чуть оранжевее становится. А тут, наоборот, розовый, а смотришь, он такой с розовинкой. В общем, каждому, можно сказать, нужно подбирать пару. Но вроде бы как там, не знаю, около 6 или 7 видов. Это просто некоторые бывают такие попадаются, которые чуть-чуть отличаются от других. Вот на этот кусочек я наклеила все такого голубого, зеленого, мятного цвета глазки. Вот некоторых видов всего лишь по 2 пары было, например, вот такой вид. А это уже белые, они просто отливаются. Вот можно вот так вот смотреть, какого они цвета на самом деле, так как отлив может быть разным тоже. Я не знаю, от чего это зависит, но с другой стороны этот глазик, сейчас я вам покажу, он зеркальный. То есть, когда я клеила, я думала, вдруг я сейчас наклею, и потом эта зеркальная часть останется на скотче. Потому, прежде чем клеить на скотч, я чуть-чуть прошлась вот так вот пальцами, чтобы оно не так сильно липло. На всякий случай. Вот, и это остальные. Мне нравится, как сиреневый цвет смотрится. Можно было бы вот так вот подобрать тоже. Ну, это я или для будущих котиков, или для кого-то другого. В общем, мне захотелось тоже приобрести такие глазки. Это 12 миллиметров. Набор состоял из 60 штук. И цвета в случайном порядке. Но попались мне, получается, без пары 4 штуки. И плюс вот этот получается, ну и вот этот получается без пары. То есть, можно сказать, 6 штук непарных. Но остальные все вроде как парные. А также у продавца указано, что количество 60 штук, а пришло на 4 штуки больше. Поэтому меня все устраивает. Хороший вариант. Ну, а также можно, не обязательно, допустим, одноцветные глазки. Даже можно использовать, если не парные, то один глазик такой, другой там такой. Просто сделать двухцветную игрушку. Заказывала их на Алиэкспресс. Если кому-то нужна ссылка, обращайтесь. Кто еще смотрел прошлое видео, я вам показывала, что я заказывала глазки, которые с сердечком, вот этим со скошенным зрачком, сердечком, которые сейчас все любят использовать. Но я вам говорила их минусы, так как сфера слишком выпуклая, они смотрятся чуть-чуть иначе. И мне посоветовала Натия, что есть такие глазки, которые мне нужны с более плоской сферой, даже можно сказать трапеция, но в другом месте, у другого продавца, но тоже на Алиэкспресс. И я заказала такие глазки, вот 14 миллиметров. Мне нравится, что тут уже они все одинаковые, то есть нет такого, что где-то белая часть больше, где-то меньше белок. Ну, и они сами по себе не такие выпуклые. То есть это идеально то, что я хотела. Конечно, дороговато, но 14 миллиметров. Я опять же заказала 14 миллиметров для этих котиков. Смотрите, как бы смотрелась с этими глазками.
Просто мне и самой интересно посмотреть, я еще и не примеряла. Вот так вот бы мы смотрелись. Тоже такой перепуганный, да? Ну, как бы по-хорошему удивленный и, можно сказать, даже чуть-чуть влюбленный, так как с сердечком. И тоже, если кому-то нужна ссылка на эти глазки, обращайтесь, я поделюсь. Но они не всегда там есть. Тут получается 5 пар таких глазок, стоили 50 или 60 гривен, если я не ошибаюсь. Может быть и больше. Ну, там цены все время меняются, заказывала на Алиэкспресс. Так, с котиком все. Автора мастер-класса я напишу в закрепленном комментарии под этим видео. А также все авторы игрушек из этих видео, даже не авторы, а авторы мастер-классов из этих видео, всех я буду их писать в закрепленном комментарии. Так что ж, пользуйтесь. А дальше я связала маленьких собачек. Это уже популярный мастер-класс. И как бы давнешний от Насти, Настик Тойс. Платный мастер-класс на такого мопсика. Вот связала в нескольких таких сочетаниях цветов этих мопсиков с разными ошейниками. А потом подумала, а почему из этого мопсика не сделать бульдожика? Так как там, по сути, только ушки поменять. Ну, у меня чуть-чуть ограниченное мышление насчет расцветок бульдожиков. Потому я двух сделала в сером цвете. И сделала такие прямые им ушки. То есть получились мини-бульдожики. Использовала им носики из полимерной глины, которые леплю с помощью молда. Вот у всех у них такие носики. Это, кстати, самый маленький носик из молда этого. Ну и у всех разные ошейники, чтобы была такая компания 5 собачек. Глазки ставила 8 миллиметров. Ну и все вяжется очень легко, быстро. Люблю их вязать. И я знаю, детки любят собачек, особенно когда видят. Вот таких у меня, допустим, первых тоже в числе первых забирали, так как узнаваемо и прикольно выглядит. Вязала их из Woolens Bunny Baby. Ростом выходит около 5,5 сантиметров. 5,5 вот так вот. Вроде бы и тот, хотя эта нитка может быть чуть-чуть потолще. Ну, этот чуть-чуть, может, на пару миллиметров больше. Насчет носиков, у меня не всегда хватает времени на их лепку. Иногда, когда племянник приходит в гости, я прошу его, и он мне помогает лепить такие носики. Там все легко. Слепил шарик и подставляешь их к какой ячейке подходит этот шарик. Потом утрамбовываешь и сразу выкладываем на пергамент. И так делаем целый лист, противень таких носиков. А потом я ставлю их, ну то есть разогреваю духовку где-то до 120, там, 130 градусов. В общем, на единичке. У меня просто газовая духовка. На единичке разогреваю там несколько минут. Потом я, перед тем, как поставить эти глазки, я выключаю духовку и сразу ставлю глазки. То есть я ставлю глазки в духовку, которая постепенно начинает остывать. И они так хорошо пропекаются и не сгорают. Потому что, конечно, в идеале их нужно выпекать там при 100 градусах или 100 с чем-то градусов, я уже, если честно, не помню. Но у меня были такие моменты, что если слишком тонкий материал, то он мог сгореть. Ну, не сгореть, а подрумяниться. Вот так. И ставлю, кстати, на средний уровень. Но вы тут уже ориентируйтесь на свою духовку, потому что у каждого духовка по-своему работает. А если вот светло-розовые носики, там уже я стараюсь аккуратнее действовать и всегда слежу за ними, пересматриваю, смотрю, как там, если уже затвердели, то я их вытягиваю. А с черными попроще, так как даже если они чуть-чуть подрумянятся, то это видно не будет.
Также сейчас я выполняю заказ. У меня в заказе 5 рысей. И я вот сделала пока что 4 заготовки, именно тела. И вот 2 не набиты еще тушки, а 2 набитые. Ну, еще одну надо довязать. Я на половине вязания остановилась. Пытаюсь взяться за все и сразу, но чуть-чуть, как всегда, я не успеваю совсем справляться. Ну, таких рысей я вам уже показывала, и итоговый результат я тоже вам покажу. Ну, такие они худенькие, если так посмотреть, получается. Но сами рыси, они, наверное, такие есть, удлиненные. Но это не точно. Также связала вот такого вот котенка. У меня просто были вот такие нитки Alize Softy Plus в сиреневом цвете. И мне хотелось из них связать какого-то котика или что-то подобного. Ну, мне нравится просто... Эта камера не сильно передает, но он такой сиреневый, нежно-сиреневый цвет. На камере он вроде как чуть-чуть в голубизну уходит. И мне хотелось попробовать связать такого котенка. Раньше я вязала таких котят, которые в сидячем положении. То есть голова одинаково вяжется, но только он сидел, получается, на попе. Не знаю, помните вы таких котят или нет? Ну, я их вязала тоже под заказ. И этот мастер-класс тоже от того же автора, но только в таком виде. То есть тут тело другое, ну, голова одна и та же, можно так сказать. И вот попробовала связать такого котенка. Хвостик тут я по-своему связала. Вот такой он, завитушка. И также отдельно уже связала ему такой воротничок. Такого светло-желтого цвета. Кстати, этот светло-желтый цвет, это новый цвет Woolens Bunny Baby. Тоже купила один моток для пробы. Посмотреть, как этот цвет выглядит. А то зачастую на картинке этот цвет выглядит по одному и на фотографиях, и даже можно посмотреть и на сайтах у всех, и на фотографиях, просто у людей и в обзорах. У всех эти цвета могут выглядеть по-другому, так как и в партии цвет, оттенок может чуть-чуть отличаться в зависимости от партии, а также цветопередача у телефонов и разных устройств тоже разная. То есть даже если вы сфотографировали в правильном цвете, то не факт, что у меня, допустим, в телефоне это передастся так же. Вот, потому нужно все цвета проверять в реальности самостоятельно. Но так как у меня нет магазинов никаких таких, в которых можно было приобрести пряжу, то я заказываю по интернету. И для меня всегда сюрприз, какая же партия мне в этот раз попадется и какой оттенок будет. Так, это платный мастер-класс на английском языке. Автора я напишу также в закрепленном комментарии. Автора и название. Ну, в целом мне понравилось, как он выглядит. Но вот если выбирать между тем сидячим, которого я вязала, и таким, то сидячий мне все-таки нравится больше. А этот чуть-чуть, можно сказать, по-обычному смотрится, хоть и в высоту он больше. Ну, не знаю, как-то мне он такой, можно сказать, обычный котенок, хоть именно сочетание цветов, и как бы и мордочка милая, все мне это нравится. Но хотелось бы что-то необычней в плане тела. Ну, ему я делала утяжку, вышила усики, ушки вывязала. Вроде бы все это по мастер-классу. Хотя я не помню, была там утяжка или нет, это я уже на свое усмотрение делаю. Ну, симпатичный такой нежный котенок получился, как вариант. И такой, можно сказать, похож на игрушку, с которой хочется спать, так как он такой мягенький очень. А ростом этот котенок получается 18 с копейками сантиметров.
довольно-таки большой. Как-то мне, вот когда в руках держу, мне кажется, он поменьше. Ну, ладно. Но все равно симпатяшка. Глазки я ставлю тоже больше. У меня тут глазки 16 миллиметров. В мастер-классе, по-моему, меньше глазки. Также по заказу мне нужно снова связать 50 пилочек. То есть в прошлый у меня заказ был 50 пилочек, и в этот раз также попросили тоже 50 пилочек. Потому я уже приступила к их вязанию. Но пока я связала всего лишь 6. Остальные еще не начаты. Но в этот раз я их вяжу с пушистым хвостиком, так как у меня есть эта пряжа в наличии, а в прошлый раз ее не было. И такие милашки получаются. Это серия Пампушки, мастерская Алекста Татьяна. Делаем такие кисточки из акриловой нити. Лапки и мордочку я вывязываю из более тонкой пряжи и из китайского велюра. Мне кажется, что они так смотрятся аккуратней. Ну все белочки одинаковые. Всегда просят в одном цвете. Это я просто как пробный вариант, или как сказать, как декор решила дополнить грибочком. Грибочек в лапку дала. Но он легко вытягивается, так как он на проволоке. Это как бы уже по желанию покупателя можно вытянуть, а можно оставить. И там закрепить или хоть на голову ей этот грибочек. А почему нет? У жабок есть, а может белочки тоже хочется. Ну вот такие симпатяшки получаются. Глазки 10 миллиметров на безопасном креплении. Рост белочки около сейчас 8,5 сантиметров. Вяжу их из Woolens Bunny Baby. Это основной цвет. А вот эта пушистая ниточка, это китайский вот этот мех. Вот такая прикольная получается. Еще у меня останется прикрепить и колечки для брелков. Ну, еще довязать много штук. Также в заказе у меня мишки. Такие, ой, как их не видно. Но вот так вот поближе буду показывать. Мишки по мастер-классу от Даши из канала «Все вязаное». Тоже ссылку на этот мастер-класс я оставлю в описании к этому видео. Мне очень нравится, как выглядят эти медвежата. Они очень милые, такие щекастенькие. И как будто с-под лобика вот так вот смотрят на тебя. Да, конечно, на темном не особо видно это все. И носик, и глазки. Только когда переливаются. Так, пока что я связала 10 штук, но мне надо их 50. Вот носик ставлю 6 на 8, а глазки глиттерные, трапециевидные 12 миллиметров. Они, конечно, у меня будут в разных цветах, но я пока начала только с коричневой и чуть-чуть молочной. У многих медведей именно коричневые глазки. Ну и у одного получились вот такие золотистые глазки. Тут кажется, как будто глазки прям больше. Ну, это, наверное, из-за цвета. И смотрите, получается, с одного мотка у меня получилось 6 медведей. И следующие вот такие вот умки, можно так сказать. Такого не белого, а молочного цвета. Тоже глазки я разные использовала, ну, кроме розовых. Есть с такими серебристыми глазками, с голубыми. Потом еще будут и с зелеными глазками. Но пока так. Ростом мишки получается около 9 сантиметров. Вяжу их из пряжи Woolens Bunny Baby 02 и вроде бы 40 номер, если не ошибаюсь. Ну, милашки получаются. Люблю их вязать. Но, если честно, я думала, чуть-чуть их больше выходит из одного мотка.
Они получаются такие, как более не в длину, а в ширину, а еще длина чуть-чуть зависит от того, насколько утяжка сильная. Да? Ну, милашки получается. Потому будем вязать дальше. Еще заказала вот такие вот цветочки. Они бывают разные, бывают там меньше лепестков, бывает больше лепестков. Бывают они чуть-чуть побольше размером или поменьше. У меня получается размер меньше. И вот такие они выглядят. Кстати, бывают разных цветов, я видела. Бывает прям вот эта лента вся из разных цветочков. Но мне больше всего нравится, как смотрятся или розовые, или вот такие вот желтые, ну как бело-желтые ромашки. Или клею, или пришиваю их, в зависимости от игрушки. Кому-то можно на комбинезончик, уточка, зайчика, цыплятам. Ну, вообще кому угодно такой цвет подойдет. Хоть как клубничка, хоть что угодно. Потому подзаказала себе еще. Тоже заказывала на Али. Если хотите, могу измерить, какой тут конкретно размером цветочек. Цветочек 23 миллиметра. Вот, а бывает еще 3 сантиметра. Также заказала вот такие вот цветочки. У меня были раньше такие резинки с такими цветочками, а в этот раз я заказала просто цветочки. Тут их вроде бы 50 штук, 55 даже. Тоже можно их использовать как декор для игрушки, или же самостоятельно сделать резинки. А резинок у меня хватает, потому я могу и сама сделать такие резинки, используя эти цветочки. Мне нравится, как они выглядят. Такие милые и нежные цвета. Тоже такие цветочки. Сколько? Где-то как эта ромашка, наверное. Нет, они 2 сантиметра в длину. Как я понимаю, их делают из полимерной глины, наверное. Но это не точно. Эти косячки, конечно, чуть-чуть нужно будет мне подправить, но ничего. Это не страшно. И тоже заказывала их на Али. Кому надо, оставлю ссылку. Также хотела рассказать, как с котиком мы съездили к кардиологу. У нас был повторный прием. Мы снова ездили в Харьков, в клинику Теравет. В этот раз нам нужно было проверить давление, подходит ли дозировка таблеток, которую нам назначил врач изначально. Также мы сдали анализ мочи, чтобы проверить почки. И также нам сделали УЗИ органов брюшной полости. Погода в этот раз была совсем неудачная. По дороге туда было еще не так сильно жарко, но назад уже был забит автобус, и нам пришлось стоять. Но добрые люди предложили держать котика у себя на руках, и так мы доехали. Но было очень жарко, я переживала, что как бы гипертоникам нельзя вообще в жару такую, а когда еще и душно, и жара. И я смотрю, он так дышит прям сильно часто, и как будто сердечко там очень-очень быстро стучит. Ну, в общем, мы сделали УЗИ, и вроде бы по органам все более-менее нормально, но почки сказали светловатые, но сказали, что для этого возраста это нормально. Также увеличили нам дозу таблеток от давления, чтобы они больше снижали давление, так как давление все равно было выше нормы. А результаты мочи были хорошие, относительно нормальные. То есть с почками вроде как какого-то сбоя нет. То есть, по сути, нам дали добро на операцию. По органам, которые проверили, как бы риски всегда есть в операции, но как бы нужно стабилизировать только давление. Вот, и мы записались сразу к стоматологу. Но к стоматологу мы поедем уже на этой неделе. Потому что там скажут у стоматолога, я вам же расскажу потом. Но единственное, что нам врач сказал, что нужно убрать из питания рыбу, перепелиные яйца и молоко. То есть для пожилого кота лучше это не давать. Или давать в минимальном количестве. И как бы я расстроилась, потому что
Вилли и так всегда голодный, хоть у него постоянно есть корм, но ему хочется же какую-то вкусняшку, а особой вкусняшки ему не дашь, так как он аллергик, у него аллергия и на индюшку, и на куриное мясо. То есть и от рыбы тоже надо отказаться. И не будет счастья у него в еде. Ну, а также нам еще выписали обезболивающее, так как у него артрит из-за породы и из-за возраста. Получается, у него прям сросшийся там позвонок целый. То есть сверху у него сросся позвонок. И он ходит вот так вот сгорбившись, как динозаврик. Но эта сгорбленность уже была давно. Она где-то начала появляться, где-то когда год ему был или 2. И изначально, знаете, что смешно? Он изначально, когда был маленьким, он любил спать на пузике. Кстати, я вставлю фотографию, посмотрите, это так смешно смотрелось. Как бы лежал самолетиком на полу, там, на подоконнике. А потом, получается, после кастрации, когда уже год прошел, он, наоборот, теперь только вверх ногами спит, как букашечка, и гладь ему животик. Значит, у нас сейчас план такой: лечимся, стабилизируем давление, потихоньку отказываемся от продуктов, которые нам рекомендуют не давать. Также нужно купить обезболивающее. Сказали, кстати, давать его на постоянной основе, все. И таблетки от давления теперь каждый день давать всю жизнь. И обезболивающее тоже всю жизнь теперь давать каждый день. Спасибо большое за вашу поддержку, что вы тоже переживаете и за меня, и за моего котика тоже, так же, как и я. То есть за ваше неравнодушие, небезразличие. Спасибо вам большое. Желаю и вашим питомцам, и вам, вообще всем здоровья, не болейте, берегите себя. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересны такие видео. Буду рада новым знакомствам. Все, спасибо вам. До новых встреч. Пока.